Нацполиция Украины открыла уголовное производство против Алексея Арестовича. Заявление в полицию на него написали около 30 народных депутатов. Расследуется заведомо ложное обвинение об уголовном преступлении, за что грозит до 2 лет лишения свободы. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. В Астрахани рухнуло 2 подъезда многоэтажки. По предварительным данным властей, причина в лопнувшей трубе. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. Финляндия закрывает 4 пункта пропуска на границе с Россией из-за наплыва нелегалов. Захарова обещает ответные меры. Особенно в последние дни на границе Финляндии прибывает все большее число граждан третьих стран, у которых нет документов для въезда. Израильские военные заняли порт сектора Газа и продемонстрировали доказательства наличия командного пункта ХАМАС в больнице. Мы находимся внутри центра магнитно-резонансной томографии больницы Шифа. Доброе утро, друзья! Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк выпуску, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Российские военные ударили по селу Белозерка неподалеку от Херсона. Уничтожен объект критической инфраструктуры. На момент записи выпуска известно об 1 погибшем и еще 4 ранены. Все село и еще несколько сел вокруг остались без электроэнергии. Как только ситуация позволит, энергетики приступят к работе, сообщают власти Херсонской области. По уточненной информации, пострадали 5 человек. Тело погибшего мужчины спасатели извлекли из-под завалов дома. 4 человека получили ранения. Это 3 женщины 28, 56 и 34 лет, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших на скорой доставили в больницу. 2 подъезда многоэтажки рухнули в Астрахани. Спасатели разбирают завалы, эвакуировали более 200 человек. По предварительным данным, несколько человек пропало без вести. 1 женщина погибла. Причина обвала в том, что в одной из квартир лопнула труба канализации, после чего подмыло фундамент в 5-этажке. Так предварительно отчитываются власти. Версию о взрыве газа исключили. Жителей дома разместили в пунктах временного размещения в школах. Для жителей дома организовано 3 пункта временного размещения на базе 32-й, 36-й и 4-й школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала. 7 лет колонии общего режима отдали петербургской художнице, музыканту и экс-сотруднице издания «Бумага» Саше Скочиленко. Выступившая против войны получила срок, который в России дают убийцам. Она заменила ценники в магазине на карточки с антивоенными текстами. На нее донесла пенсионерка. Судебный процесс над Скочиленко длился 19 месяцев. Распространение антивоенных фраз. В этом состоит страшная вина женщины в современной России, где убийцы и маньяков массово освобождают за участие в войне. В этом приговоре нет законности, в этом приговоре нет справедливости, в этом приговоре нет вины, потому что Скочиленко ни в чем не виновата. О гуманизме я даже не буду говорить. И нет равенства перед законом, потому что за убийство иногда дают меньше, чем за 5 ценников в магазине. Это не правосудие, это расправа. Финляндия закрывает 4 пункта пропуска на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. То есть закрыты будут не все КПП на российско-финской границе. Пока что ограничительные меры продлятся до 18 февраля 2024 года. Всего на наземной границе между Финляндией и Россией 9 КПП. Такое решение было принято из-за потока нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории РФ. Глава МВД Финляндии Мария Рантаген заявила, что есть явные признаки того, что власти иностранного государства к этому явно причастны. Hallitus on halunnut reagoida vahvasti
Правительство решительно отреагировало на явления, которые мы наблюдаем на восточной границе в последние недели. Особенно в последние дни на границу Финляндии прибывает все большее число граждан третьих стран, у которых нет документов для въезда. Речь идет не об острой чрезвычайной ситуации и с поиском убежища, об организованной деятельности. Поведение российских пограничников недопустимо. Будучи членом ЕС и НАТО, Финляндия решительно осуждает нападение России на Украину, поэтому мы были готовы за намеренным действием со стороны России. Россия на это, назло кондуктору, купит билеты и пойдет пешком. Официальный представитель МИД РФ заявила об ответных мерах, ведь Финляндия таким решением создает новые разделительные линии в Европе. Негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что, как мы уже объяснили, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные. Парламентская комиссия Турции решила провести дополнительные переговоры по заявке Швеции на вступление в НАТО. Такое решение в очередной раз оттягивает процесс ратификации, который длится уже 18 месяцев. Комиссия по иностранным делам парламента может продолжить обсуждение на следующей неделе. В июле в Турции заявляли, что ратификация состоится не раньше октября. На днях там утверждали, что они не будут ускорять рассмотрение заявки, потому что вопрос не актуален для Анкары. Хотя за этим соглашением следят все народы мира, оно не влияет на работу нашей комиссии. Как всегда, при необходимости наше Министерство иностранных дел и представители других наших учреждений ответят на наши дополнительные вопросы. Позже мы подробно обсудим эту тему со всеми членами нашей комиссии, дадим свои оценки и, соответственно, примем окончательное решение. Группировка «Исламский джихад» заявила об ожесточенных столкновениях с израильскими войсками в районе больницы Шифа. Израильская армия продолжает операцию в больнице. Силы Цахал вошли туда утром в среду. Позже армия заявила, что обнаружила в больнице командный пункт и поделилась снимками оружия и военного снаряжения Хамас. Мы находимся внутри Центра магнитно-резонансной томографии больницы Шифа. Израильские войска проникли сюда несколько часов назад, и мы очистили территорию, чтобы убедиться, что она безопасна. И несколько самых интересных вещей, которые мы обнаружили, полностью подтверждают без всяких сомнений, что Хамас систематически использует больницы в своих военных операциях в нарушении международного права. И то, что мы обнаружили, я думаю, это только верхушка айсберга. Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, израильская армия завершила зачистку западной части города Газа и полностью контролирует этот район. И далее переходит к следующему этапу операции в анклаве. Израильские солдаты взяли под контроль порт Газы. Эта территория была замаскирована под гражданскую гавань, ну а боевики Хамас использовали ее для тренировок и проведения террористических атак, сообщили в Цахал. Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон в новой должности министра иностранных дел приехал в Киев. Это его первый официальный визит в кресле главы МИД. Он встретился с президентом Зеленским. Великобритания будет продолжать оказывать Киеву моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, заверил Кэмерон. Лично я восхищаюсь силой и решительностью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим предоставлять вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и, прежде всего, военную поддержку, в которую вы так нуждаетесь. Не только в этом году, а и в следующих, и столько, сколько потребуется. У меня были некоторые разногласия с моим другом Борисом Джонсоном. Мы знакомы 40 лет. Поддержка вас с его стороны – это самая лучшая вещь. На этой встрече мы хотим услышать, что вам необходимо прежде всего и как мы можем сотрудничать. На этом
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!